Друзья, всем привет из Луганска. Мы в центре. Сегодня у нас уже вторник. Праздники закончились. Но все равно, как видите, в центре возле рынка много людей, много машин. Парк, видите, еще пока что не открыли. Но уже вон фонтанчики тестируют. Ну, в принципе, практически все готово. Я думаю, что скоро должны открыть. Ну, какие-то еще работы продолжаются. И здесь, хотя тоже все выглядит, в принципе, готово. И вечером довольно-таки красивое освещение здесь везде. Ну, а огурец, видите, еще пока что строится еще. Ну, и я думаю, что он долго, конечно, будет строиться. Дай бог, чтобы в этом году его зашили. Ну, а мы с вами пойдем прогуляемся сейчас. Не знаю, по центру, по паркам в городе. Такой экспромт будет. Не знаю, куда нас ноги заведут, туда и пойдем. Здесь вдоль сквера Героев Великой Отечественной войны, видите, сделали тротуарчик хороший и асфальт. Но асфальт, по-моему, еще один слой пока уложен. Но это не точно, крупновато. А здесь вот хороший, миленький. Ну и свет наконец-то здесь сделали. Здесь было довольно-таки темно. Но я, кстати, вчера с друзьями наконец встретился за долгое время. Хорошо тоже посидели в гостях, погуляли. Ну, скоро уже буду ехать в Каменск, но еще приеду. Потому что отпуск только начинается. Идет только второй день отпуска у меня. Видите, в парке кое-где еще какие-то стройматериалы, что-то стоит. Ну, что-то будут доделывать. Ну, в принципе, все довольно-таки уютно, красиво получается. Главное, чтобы не испортили эту всю красоту. У нас, я смотрю, что по городу, в принципе, проблемы с кадрами в плане по уборке, обслуживанию и так далее. И вывозу мусора кое-где даже. Вот мы вышли на Оборонную, за видом ЖК. Здесь стройка продолжается полным ходом. Но рельсы уже убрали. Теперь тут 3 полосы. В общем, здорово все. Видите, здесь еще пока бордюры укладывают. Ну, довольно-таки много машин, много людей. Проходим торговый центр России или универмаг. Там, кстати, видите, высокоэтажка виднеется. Так ничего с ней не делают, не ремонтируют. Непонятно, можно ли ее восстановить. Ну и Перник. Здесь пока тротуар не меняли, старая плитка. Ну и пошла у нас тут дальше художественная ковка. Раньше когда-то давно снимал я тут это все. Давайте еще пройдемся, посмотрим. Вот разные бренды. Луганские, так сказать. Которые сохранились во времена ЛНР. Немножко темновато. Солнце светит. Сейчас хоть и практически обед, но не жарко, потому что вокруг идут дожди, ветер, и температуру немножко позбивало. На улице хорошо. Стройка продолжается. Знаете, такое чувство, что сейчас не июнь, а сентябрь. И скоро похолодает. Да? Такой вот в этом году июнь. Перемешку с дождями. Ну, сегодня дождь передавали, но он такие не пошел. Да, надо вот эти скульптуры подкрашивать. Подржавели немножко местами. Почта ЛНР и почтальон Печкин. Добротия. Ну, Госбанк ЛНР, которого уже нету. Теперь ПСБ. Ну, а так уже Сбер открывается и ВТБ. Еще
вдалеке он Кристалл и перекресток Советской. Здесь вот остановка. Кстати, видите, разметку уже делают по новой. Вот эта остановка общественного транспорта. Ну, я, правда, не знаю, какие здесь маршрутки останавливаются. Но остановку здесь сделали. Спустимся с вами сейчас в подземный переход. Не разрисовали ли его за это время? Нет, вроде все чистенько убрано. Где-то музыка играет, видимо. Музыканты зарабатывают себе студенты, наверное. Но это не точно. Мы с вами шли и пришли в парк за Россией и за педуниверситетом. Ну, здесь пока все по-старому. Ну, более-менее здесь тогда еще подремонтировали все. Ухожено, чистенько. Да, а здесь вот фонтан раньше был большой, такой шикарный. Ну, не знаю, пока в группах везде выкладывают фотографии и мечтают о том, чтобы его отремонтировали. Ну, пока ничего здесь не делается и непонятно, будет ли делаться в принципе. Это вот общежитие педуниверситета видны. И здесь вот такая вот горочка идет. Мы здесь раньше очень часто зимой катались, когда малой был, с нее и на санках, и на лыжах. Кто-то даже на коньках по утоптанному снегу, помню, здесь катался. А такой вот здесь вид сверху открывается. Ветерок шумит. Облачно сегодня периодически. Облачка скрывают солнышко, и поэтому не так жарко. Да, давно здесь, конечно, ремонта не было. Какие-то тут еще остатки остались. Вон, ступенек. Ну, конечно, я надеюсь, это место отремонтируют. Не знаю когда, но здесь можно сделать очень красиво все это и интересно. С учетом этой возвышенности и этого гигантского фонтана. Ну, не знаю даже, когда это и будут ли вообще делать. Это, друзья мои, тот парк, с которого в 2014 году все начиналось. Напротив там была СБУ, и здесь вот сидели протестующие в этом парке. А здесь вот такая вот деревянная церковь. Правда, все позарастало здесь. Тенечек, такие клены большие. Сейчас немножко пройду. Деревянная церковь здесь. Вот такая вот. Вот вроде видно. Тоже намоленное место, много сюда людей ходит. Вот такая вот тут вокруг красота и чистота. А вот сам парк пошел. Видите, детская площадка. Кто-то гуляет даже. Цветочки уже поотцветали. Хотя вон вдалеке вроде розы еще есть. Сейчас подойдем, посмотрим. На центральной аллее даже кто-то гуляет. Девчонки, наверное, из института учатся рисовать картины. Молодцы. Да, розы уже отцвели, но кое-где еще цветочки есть. Ух ты, фонтан работает. Сейчас подойдем, посмотрим. И вот тоже розы. Ну, опоздал я. Мою они тут красиво цвели. Видите, ГУМ на той стороне. Тоже много машин. Все парковки заставлены. Но этот фонтан давно не работал. При мне я его, честно говоря, ни разу не застал, чтобы он работал. Здорово.
Да, с нашей жарой, конечно, надо как можно зелени, тенька и фонтанов. А вот, собственно, у нас здесь мемориал добровольцам и защитникам Донбасса. Да, война еще продолжается. Ждем все, когда наступит, конечно, мир. На Советской довольно-таки интенсивное движение, много машин. Все чистенько, убрано. Еще в прошлом году здесь все это отремонтировали. Ну, здесь, видите, аллею вокруг парка сделали. Но сам парк пока полностью не ремонтировали, но он более-менее в неплохом состоянии. Но вот верхнюю часть, конечно, с фонтаном хотелось, чтобы сделали. А вот подошли мы с вами к библиотеке имени Горького. Тоже здесь когда-то бывал. Диплом когда писал. Давно это было. Кристалл. Ну, гостиница. Луганск. Непонятно, работает, не работает. Что-то ее огораживали. Ну, в принципе, сейчас огорожено. Видите, только другим забором. Наверное, что-то будут с ней делать. На советской красота. Жизнь бьет ключом. Сейчас тут тоже небольшой парк зайдем. Березки здесь у нас. Дорожка вот такая. Небольшой тут скверик, а дальше там парк. Матрешечки, в которых можно фотографироваться. Чуть солнышко вышло, пригревает. Жарко. Лето все-таки. Но нету такой, знаете, пока 35-градусное было неделю назад. А вот сейчас дождики, если даже здесь не идут, то где-то в округе идут и сбивают жару. О, а здесь такое тихое место. Слава богу, здесь не подрезали сильно деревья, как вот в других парках, когда ремонтировали. И здесь такой тенечек. В уголку классные фонтанчики работают. Да, здесь вот здорово посидеть. Тенечки под шум воды. Вдалеке виднеется Шпилевой. А здесь вот видите, теперь светофор по требованию. И гляньте, сколько машин собралось. Это у нас Божья Матерь. Подремонтировали тут все вокруг. А дальше храм Умиления. Стройка так и продолжается. В выходные дни очень много людей на службу приходят. Ну и тоже розы здесь везде вокруг, но уже отцвели, конечно, они. Вот в мае было очень красиво, но в мае не было возможности приехать. Вот мы с вами вернулись назад в центр. Фонтанчики, видно, работают. Ну, видите, сколько машин. Трафик очень интенсивный. На той стороне тоже пока еще парк ремонтируется. Да, но машин, знаете, сколько. Очень прям много. Надо будет еще как-нибудь вечером здесь прогуляться, показать вам, какое красивое освещение здесь. Я пока только шортс небольшой записывал, там есть на канале. Здесь вот стройка тоже идет. Старинный корпус машинститута. А потом здесь офисы какие-то были, еще что-то. Ремонт идет полным ходом. Напоминаю, что сегодня у нас вторник.
не выходной день, но, как видите, довольно-таки интенсивное движение и много людей. Вот остановка «Центральный рынок». Ну, здесь много цветочков продают, ну а мы с вами идем в подземный переход на ту сторону. Пойдем с вами в парк Молодой гвардии. Здесь переход подремонтировали, но не столь интенсивно, как тот, что на Оборонной. Но здесь, видите, здесь магазинчики оставили. По крайней мере, пока. Много людей, все куда-то спешат. А вот и остановка. Да, Луганск как в старые добрые времена. Наконец-то оживает. Вот подходим к Арктике. Здесь днем и ночью идет строительство. Через несколько дней, не точно, должен открыться Сбербанк. Вон уже вывески есть. А здесь вот злосчастное отделение МКС. Помните, за которое я вам рассказывал? Знаете, сколько людей в очереди. У этих товарищей, обслуживающих всю республику, по крайней мере в Луганске, всего 2 отделения. Передаем большой привет. Я приобрел панамочку, потому что солнышко прижаривает. Всего лишь 400 рублей. Вот, друзья, вам что я говорил за МКС. Видите, я думал, что в будние дни, может, там людей нет. А там и в будние людей полно. Потому что по всем вопросам обслуживания мобильной связи, СИМ и так далее, нужно обращаться здесь к ним. Я не помню, советская это 59, по-моему. Ну, еще плюс есть у них солнечный 4А. 2 отделения на весь город. Не знаю, сколько на всю республику. И ни в чем себе не отказываю. Ну, не будем о грустном. Мы с вами уже пришли в сквер или парк Молодой гвардии. Вдалеке он фонтанчик виднеется. Ну, мы сейчас пока зайдем с вами на спортивные площадочки. Конечно, днем здесь в будний день не так много людей, тем более все-таки все равно довольно-таки жарко. Ну и большая часть людей на работе, разве что только школьники сейчас, каникулы. Да, только вон детишки на спортивной площадке. В футбол никто не играет, потому что жарко. Но вечером, я думаю, здесь нету отбоя. А тут с фонтана прямо брызги летят. Здорово. А вечером еще тут подсветка в него крутая. Ну, сейчас тут тучки скрыли. Солнышко. Но все равно красиво. Знаете, какие облака сегодня. Такой вот чудесный фонтан. Посидеть возле него милое дело тоже, послушать шум воды. А вот и солнышко вышло. А мы с вами спускаемся вниз. Сейчас с вами еще посетим Дом техники, посмотрим, там тоже фонтанчик работает или нет. Кстати, видите, тоже здание вон уже начали ремонтировать, строительные леса, еще что-то ставят. Интересно,
что здесь будет. Хотя там, по-моему, где-то паспорт объекта был, вот не помню, снимал я или нет. О, кстати, гляньте, здесь какие-то поставили плакаты. Давайте пойдем посмотрим. Какая-то выставка. Я здесь давно не был. А, царские регалии, видите? Какие интересные. И написание к ним. Да, периодически такие вот интересные выставочки делают. Короны различные, или как шапки Ивана и Петра Алексеевичей. Интересно, где это все хранится? В Эрмитаже и других музеях. Вот памятник добровольцев. Мы сейчас подойдем с другой стороны, посмотрим. Сейчас еще с вами на регалии взглянем. А? Фонтан шумит, и сюда слышно. Царские регалии Михаила Федоровича. Атрибуты власти Бориса Годунова. Царские регалии Михаила Федоровича. Царские регалии Ивана Грозного. Опять царские регалии Ивана Грозного еще. А вот музейная аллея. И описание. Здесь гербы и так далее. Да, похоже становится на Москву с достопримечательностями. Такая вот аллея. А здесь вот памятник добровольцам-защитникам. Спасибо, ребята. Подходим к бывшему дому техники. Такое красивое здание. Ну, сейчас здесь один из корпусов Академии имени Матусовского. Это у нас такая творческая академия. А здесь у нас аллея. Тех, кто участвовал в ликвидации Чернобыльской катастрофы. Да, ужасная большая трагедия тогда случилась. И здесь у нас тоже увековечили ее. Вот мы и пришли с вами к Дому техники. Вот такое красивое старинное здание. Студенты бегают туда-сюда. У них, скорее всего, сейчас сессия, идут зачеты. Фонтан не работает, но вода есть. Не знаю, когда его включают. Вон, кстати, студенты тоже. Здесь, кстати, тоже не часто видео снимают, потому что у них тут есть такой факультет. А вот совсем недавно здесь установили вот такую вот скульптуру интересную, посвященную художнику Шишкину. Знаете, какая красота. До этого видел в интернете, а вот теперь сам вживую и вам показываю. А вот так вот Дом техники смотрится величественно и красиво издалека. Вот раньше интересно строили, конечно. Давненько в Луганске что-то подобное не строилось. С времен Советского Союза. Ну что, друзья, вот и подходит к концу наше сегодняшнее путешествие. Надеюсь, оно вам понравилось. Так что вы обязательно подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, пожелания, обязательно делитесь с видео, чтобы больше людей его посмотрело. Ну а всем, как всегда, в конце
крепкого здоровья, мирного неба. Ну и давайте до новых встреч, до новых видео. Давайте, пока-пока.